Здравствуйте, уважаемые зрители. По ту сторону экрана ликтор. На часах примерно 22:41. И мы продолжаем проходить игру Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your Правда? heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Мне кажется, что все это огромный троллинг на то, что типа разрабатывать игры легко. Ну да ладно. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Я заберу это ведро с собой. Оно прекрасно. Это самое простое, что только можно себе представить. Обычное ведро. Я могу в него поорать. Я могу засунуть в него голову и поорать. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Я хочу еще раз сказать Джим. Гердиктор, можно мне еще раз услышать имя Джим в игре? Пожалуйста. Он так мило побринкивает. Кстати, народ, у меня для вас есть интересная задачка. Смотрите. Как думаете, вот как-то раз я поступил в математический класс, ну, скажем так, стал ходить на факультатив математического класса. И вот единственное, что я запомнил из всего обучения в этом самом математическом классе, на который я провел, по-моему, где-то, одну четверть, не больше, я не слишком сильно в этом плане затянулся. Так вот, на самом первом занятии, в качестве такого, чтобы нас заинтересовать, у нас спросили, как думаете, почему ведра делают не идеальной формы, как бочки, а именно, что они сужаются к низу и расширяются кверху? Вот вам эта задачка. Как думаете, почему? А на следующей серии я скажу правильный ответ. Вот без шуток. Как думаете, почему ведра делают расширяющимися кверху и сужающимися к низу? Пам-пам-пам. Так, ну давай попробуем без скриншотов обойтись. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Момент. Неважно. А где шарики-то? Какой шарик лучше? Так, Get Well, повернися. Так, ну, это очевидно халтура, то есть максимальная халтура, какая только может быть. Но знаете, я бы это даже повернул. Вот я как тот человек, который будет... Вы знаете, когда еще даже в школе
вас заставляли читать какое-нибудь произведение, а потом находить в нем там сокрытый смысл, там о чем на самом деле хотел сказать автор, о чем он подумал. Но это из разряда того, что ты можешь прочитать книжку, я не знаю, там... Так, надо придумать что-нибудь самое-самое попсовое, самое попсовое. Извините, я человек очень своего времени. Книжку «Детектив Дарьи Донцовой». И в нем ты начинаешь искать аллюзии на современный мир, на том, что хотел сказать автор, что это тонкий комментарий на тему, там, я не знаю, рабства в средневековой Японии, феодальной и так далее. И это можно найти. И все зависит от того, насколько у тебя воспаленное и больное воображение. И все будет работать. Так вот, мы сейчас с вами найдем вот в этом скрытый смысл. В чем смысл «Отправляйся скорее»? Это будет тайная смысловая нагрузка такая, что на самом деле Стэнли не ходит по офису, он находится в коме. И мы, когда ходим по офису, это его отчаянная попытка найти выход из этой комы, выбраться наружу, вернуться в реальный мир, поэтому в качестве... Ну, он этого, естественно, не понимает. И в качестве намека на это он видит шарики, на которых написано «Поправляйся скорее», что означает, что он, черт побери, в коме! You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Надо было это нажимать. Ладно. Неважно. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Ведро, ты ж меня понимаешь? Класс. Черт, мы тут надолго. Мы тут однозначно надолго. Но это и хорошо. Я только счастлив. Наконец-то большая, хорошая концовка. Но ведро меня успокаивает. Оно так позвякивает. Трын, 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 трын. Что у нас здесь? Это большой фест. Это фест, посвященный Stanley Parable. Понятно. Не надо мне тут... Что? Чё? У меня сейчас будет тут лекция по квантовой механике. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Гердиктор, вы уверены? Я, кажется, догадываюсь, к чему это ведет. Но можно я не буду туда прыгать прямо сейчас? Давайте походим по остальной части выставки. Потом прыгну в эту дыру. У меня будет время много, как я понимаю, чтобы там поразмышлять. Так что давайте-ка пока мы, наверное, не будем туда прыгать. Еще успеется. Мне нужно изучить несколько лет квантовую физику, чтобы понять, в чем ее прикол. Ну вот это да, это, я думаю, того стоит. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Нет! То есть вы хотите сказать, что если бы я оставил хотя бы один, я бы мог здесь под... Черт. Ну ладно, блин, обида. Обида и печаль. Но мне придется с этим жить. Черт. Ведро, успокой меня. Пожалуйста. А здесь что? An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the... well, we'll figure that out later. Что же случилось после, Стэнли? Что случилось после?
Что тут у нас? Угу. Ну-ка. Эй. Вы серьезно? Я этого не понял. Ну ладно. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Выход нам не надо. Мы здесь. Круто. Уже что-то. Выход. Прыжковый круг. Но мы с прыжковым кругом уже побеседовали. Какой большой Стэнли. Там это бесконечная дыра. А здесь что? Туда тоже сходим. Я только за. Дайте ачивок. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Это тонкая аллюзия на современный быт. Я никогда не получу эту дурацкую ачивку. Ну и как бы, ладно. Благо я не ачивка фапер, поэтому глубоко имею плевать на все ачивки во всех играх. Я никогда не считаю, что типа игра пройдена тогда, когда ты получил все ее ачивки. Ничего тут нет. Окей, идем дальше. Тогда пойдем. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Туда они шли. Пойдем, посмотрим. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Wow. Оно прекрасно. Одна из 6. Охренеть. Слушайте, а почему она не в ведре? God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Однозначно, согласен. Слушайте, а вдруг они тут реально их раскидали? Ой, было бы забавно. Было бы забавно. Если бы они их тут раскидали. Ну, окей. Подожди. Что у нас тут еще осталось? У нас что-то вот тут осталось новенькое. Это ж эпилог? Это эпилог, да. Нет. Допустим. Наверху мастер настроек. Где выход?
Надо попробовать сначала подойти к выходу, посмотреть, что там, а потом прыгнуть в бесконечную дыру. Слушай, хороший фест. Я бы здесь походил с людьми, пообщался. Было бы здорово. Наверное. Угу, выход здесь. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, куда ведет выход. Вот это... All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Сейчас, подожди, гердиктор. Сейчас мы все посмотрим. Ну окей, пойдем прыгнем в бесконечную дыру, посмотрим. Но не могли же они реально сделать так, что если мы туда прыгнем, то мы реально зависнем там навечно. Хотя в том-то и дело, что как раз таки могли. Это такое место, такая игра, где они могли бы это сделать. Давай попробуем. Если что, мне перезапуститься и вернуться сюда и проделать все это не составит большого труда. Тем более у нас есть ведро. Ведро нас успокоит в этой вечности. Если ты в бесконечной черной пустоте один, это страшно. Если ты хотя бы с чем-то, уже все не так плохо. Например, с красным огоньком. Хотя бы один маленький красный огонек посреди абсолютного ничто. Было бы здорово. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Почему? Неужели дыра не бесконечная, гердиктор? Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If it works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Да. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button. Блин, Кердиктор, это какая-то аномалия. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have... Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite.
I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Да, давай. Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. How is this still appealing to you? Oh, I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Is the, teleport button not working? You sure? да, я Well, I жду. mean, I really don't have an explanation. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. Что? You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally Нет. anything Нет, else. Гердиктор. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of it. Нет, together. нет, не надо. Гердиктор, ну зачем вы так со мной? Ну вернитесь, ну пожалуйста. Мне еще на выход надо, там еще... Помы... Ой-ой. 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 Ой-ой, не надо. Не надо. Не надо, я не хочу вечно падать. Это ж... Щеночки. My head's stronger. Now you're no longer using up the space of mine. Боже, это прекрасно. Вот это классно. Stanley? Stanley! Ошибка! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole?
From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodle-pip. Я понял. Короче, зацените красоту иронии. Блин. Here we are. Go on, try out some of the new features. Фу, это было страшно. На несколько секунд я поверил, что Диктор реально так с нами сделает, и мы вернемся в никуда. Это забавно. Это забавно, что нас повернули на 180 градусов. И типа сначала мы Диктора обрекли на вечное существование в бесконечной тьме, а потом... А теперь это сделали с нами. Было круто, было круто. Щеночки! Щеночки, блин, щеночки! Обожаю собак, просто обожаю. Покажи мне человека, который не любит собак. Ладно, шучу. У каждого свои предпочтения, но... Нет, нет. Нет, не работает. Блин, я хочу еще раз. Я хочу еще раз щеночков увидеть. Можно? 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 Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, 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 увидите, я хочу. Эй, Гердиктор, зачем вы закрыли этот экспонат? Ну, зачем? Я огорчен. Я огорчен. Ладно, пойдем на выход. Фест окончен. На вот этой прекрасной ноте мне понравилось. Мне однозначно понравилось. Это было как минимум забавно. Но все же. Но все же. Что там с настройками все-таки? Я так и не понял. Чемпион мира по настройкам. Давайте еще раз. Давай оставим, я не знаю, что это такое. Ну давай. Я не знаю, мы включили все. Что-то ничего не поменялось. Я тут навключал всякой разной херни. Ну-ка, давай вообще... Все, мы включили вообще все, что только можно было. Даже инверсию по Y. Я не знаю, нахрена мы ее включили. Это вообще полный бред, но... По крайней мере, не говорите мне после этого, что я не пытал. То есть вы мне хотите сказать, что все это время в игре была подпись текстур? И я о ней не знал? Просто потому, что я мудила? Окей, ладно. Зато что-то новое узнали. Ну да.
Ладно, теперь будем знать. Правда, работает? Через раз. Ну и черт с ним. По крайней мере, за это и то можно сказать спасибо. Погнали на выход. А почему? Ведро как-то стало неправильно двигаться. Раньше оно дребезжало. Секундочку. Секундочку. Не, дело не в этих настройках. А в чем тогда? А в чем же тогда дело, а? А, вот, наверное, здесь. Вот. Ну окей. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Wow. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes. Давай. Yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Ого. О. Слушай, а классно выглядит на самом деле. А на самом-то деле классно выглядит. И саундтрек подобрал отличный. Можно было бы придумать что-то реально с наплывом вот сюрреализма, что комнаты плывут под тобой, что все меняется, что все происходит. Слушай, отлично подобранная заглавная тема. Вот если бы я вот это увидел, без шуток, я бы это купил. Это выглядит по-настоящему круто. Ну, я понимаю, что все это один сплошной гэг, мы сейчас просто нажмем начать игру и ничего не произойдет, но, блин. Немного мистики, вот этот красный фон. Это все очень хорошо работает на атмосферу. А я обожаю атмосферу в играх. Я бы это купил. Однозначно. Со всем уважением. Я бы это купил. 100%. This is the story of a man named Stanley. Давай-ка послушаем. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Прекрасная Employee шутка. number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427
and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders Шарик gave him, маловато было. as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Блин, я не могу, я повторяю And then one day, манеру something диктора very из другой peculiar игры. happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Wait, He had been at his the desk script for nearly ends an hour here. when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Эй, Бакс, привет. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Как тебе шарики? Диктор выбирал. Я не разделяю, но ему понравилось. Тебе тоже? Почему 12 лет? Ну, потому что это забавно. Судя по всему, это теперь наша основная реальность. Сейчас проверим. Что-то новенькое. Stanley picked up the bucket. И внезапно стало хорошо, спокойно и приятно. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. А где... О, Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Stanley, don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. Getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. какой ужас. Wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I'd never. Какой ужас. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Кладовка, пошла ты, мое ведро. Кыш. Все. Okay, coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Ведро, мы идем.
You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. О, класс. А тут, кстати, не перевели, ну ладно. Офигеть. Супер. Супер, 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 супер гуд. Все. Так. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. Да. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. О, ведро. Как хорошо, что оно у меня есть. Что бы я делал без ведра? Потом соберем. Мы еще сюда вернемся. Потом успеем собрать. Мы еще не раз и не два окажемся в этой комнате. Так что пусть пока что оставим это на потом. Оставим на потом. Как классно. Прямо новый игровой опыт. Прямо... The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. О, как хорошо. Ведро. У меня есть ведро. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Да. Включить свет. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Действительно. Что же за секреты скрывает это место? А ведро, как думаешь? The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears. О, ведро, не переживай, все хорошо. Reassuring it that everything would be fine. Все будет хорошо. Эй, секунду. Почему 2, 3, 4 корявая? Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Посмотрим. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Dear God, it's a bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking
eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Верно. Ведро со мной согласен. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No. Stanley can't leave this place, not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. О, ну блин. All of his co-workers were gone. Черт. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Блин, ведро. Ну, с другой стороны. Слышь, Бакс. Тут, короче, была одна такая... особая особа. Но, побыв с ней некоторое время, я понял, что настоящая дружба у нас только с тобой, верно, Пакс? Ты и я, два против всего мира. Всякие, там, знаешь, такие полуокруглые сущности, они обещают тебе золотые горы, говорят, что все будет хорошо, успокаивают тебя, но по факту они слишком хороши, они слишком важны. Мир никогда не даст тебе жить спокойной жизнью, когда у тебя такие друзья. То ли дело ты, приятель, ты простой, отличный парень, с которым всегда можно поговорить, который всегда поддержит трудную минуту, начнет во всех твоих начинаниях. Верно, Бакс? Дай 5. Да. Ты классный парень, Бакс. Без тебя этот офис был бы слишком скучным. А, всегда пожалуйста. Я рад, что у вас с ней все хорошо. Передавай от меня привет, но это не обязательно, если не хочешь. Я тоже за тебя рад, мужик. Я тоже за тебя рад. Но относительно нас, господа и господессы, пока что прикольно. Так и не получилось у меня
разгадать секрет синего офиса. От вас я жду версии, почему ведра сужены снизу и расширены кверху. Но продолжим мы уже в следующей серии. А пока с вами по ту сторону экрана был Бакс и Ликтор. До свидания.